Хочу вам сказать, что данный рецепт, он не только хороший, но и очень-очень эффективный. Буквально за 1-2 часа боль исчезнет или же потихоньку начнет уходить. Это проверено не только на маме, но и на мне. Кто не знает, у меня есть болезнь суставов, и это очень серьезная болезнь. Я тоже время от времени прибегаю к народным рецептам. Все проверено, не переживайте. Все я подробно вам расскажу, объясню. Ну что, поехали смотреть. Итак, нам понадобятся следующие простые и очень-очень эффективные ингредиенты. Берем 1,5 чайные ложки меда. Его нужно предварительно растопить на водяной бане, не доводя до кипения. Итак, мои хорошие, мед я уже растопила. Переливаю его в пластиковый контейнер пищевой. Так. Далее к меду добавляю соль. Соли понадобится 1,5 чайные ложечки. Далее добавляем натуральную горчицу. Желательно, чтобы она была такая пекучая и очень-очень острая. Горчицы понадобится также 1,5 чайные ложки. Извините, что я пальцем, по-другому никак. Вот так вот. Далее понадобится буквально где-то 1/3 чайной ложки пищевой соды. Это идет так же, как болеутоляющее средство и противовоспалительное. Все это нужно дело хорошо перемешать. Пищевая сода идет как противовоспалительное средство, а также очень хорошо снимает боль. Вот смотрите, сода вошла в реакцию с медом, с горчицей, с солью. Видите? Вот такая вот консистенция получается. Теперь нужно добавить неполную столовую ложку кипяченой теплой водички. Перемешиваем, и чудо-мазь готова. Такую мазь нужно обязательно хранить в холодильнике не более 5 дней. Как только она закончится, делаем снова. Да, еще одно. Перед тем, как будете делать любые народные рецепты, обязательно обратитесь к вашему доктору семейному. Он знает, он вам обязательно в вашем лечении поможет. Я ни в коем случае никого не призываю именно делать эту мазь. Я просто делюсь своими знаниями и своим опытом. Делюсь тем, что подходит моей семье. Далее переливаем в баночку, там, где будем хранить. Баночка с крышечкой должна быть. И еще один очень важный момент. Сейчас я закрою. Смотрите, какая мазь получается. Ее достаточно много получается из этого количества продуктов. Если у вас есть на один из предоставленных мною ингредиентов аллергия, то, конечно же, вам не следует пользоваться этим именно рецептом. Посмотрите в интернете какой-нибудь другой рецепт и воспользуйтесь им. Все взрослые люди, все прекрасно понимают, что им подходит, что не подходит. Далее, что нужно сделать? Берете либо рукой, либо кисточкой, неважно, и смазываете свои больные суставы тонким шаром, то есть тонким слоем. И на что я хотела еще обратить внимание, так это на соль и соду. Соль обязательно берите мелкую. В наших магазинах такая соль продается намного чаще, чем крупная соль. Если же вдруг такой мелкой соли не оказалось, то можно взять кофемолку и измельчить обычную поваренную соль, и получится вам мелкая-мелкая соляная крошка. Курс лечения от 7 до 10 дней. Мазь принимать, то есть втирать в больные суставы, нужно 1 раз в день. Желательно делать это на ночь, как я уже ранее говорила. Затем делается 2-недельный, либо же 3-недельный перерыв. И если нужно, то можно повторить. Такую чудо-мазь можно оставить на целую ночь. Если у вас нет аллергии, то можно оставить на целую ночь.
Если же появится, не дай бог, какой-то зуд, какое-то жжение, то необходимо лечение прекратить, и после этого мазь смывают теплой водой. В любом случае, сухими салфетками, либо же полотенцем. Желательно, чтобы это было натуральное полотенце из натуральных тканей. Вот так вот промакивайте. Все, не надо там тереть, втирать, а вот так вот просто промочите и все, чтобы убрать лишнюю влагу. Смотрите, как это делаю я. Беру вообще чуток, немного. Его хватит надолго. И вот так вот втираю коленку. Смотрите. Очень хорошо оно втирается. Смотрите, какая красота. Вот видите? Все. Втерли хорошо вот так вот. Ну, где-то массируйте примерно 3-5 минут. Легкими плавными движениями. Далее. Данную процедуру желательно делать на ночь. Тогда укутывать не нужно. Уже вдруг не втерпешь, ну как бы сильно болит сустав, то делать, конечно, можно днем, но тогда нужно будет укутать полиэтиленом, вот, и сверху укутать шерстяным шарфом. Только укутывайте так, чтобы не было ни слабо, ни туго, чтобы нога хорошо, прекрасно вот так вот двигалась. Примите это во внимание. Очень хорошее средство, очень эффективное, и боль проходит очень быстро. В моем случае, в мамином случае, боль проходит буквально спустя 1,5-2 часа. Крепкого здоров'я, мирного неба над головой. Все буде Україна. Наша файна, квітуча Україна. С вами была я, Алина, и мой канал «Новинки от Алины. Быстрая кухня». Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые интересные видеоролики.